Приветствую всех на своем канале. Сегодня хочу познакомить вас вот с такой обвязкой. Эту обвязку использую на подошве с микропористой резиной или с эво-резиной, с эво-подошвой вернее. Вот такая вот объемная форма у нее. Использовать можно и ХБ-шнур, который я использую в данной обвязке. И можно использовать и джут, и трикотажную пряжу, то есть ту основу, с которой вы будете вязать тапочки. Сомневаюсь, что эта обвязка подойдет на двойную подошву. Ну, как правило, двойную подошву мы вяжем из трикотажной пряжи, поэтому тут сложно сказать. Может быть, попробую. Если будет какой-то достойный результат, то, конечно, я познакомлю вас с ним. Но вот в данный момент я решила познакомить вас вот с такой вот обвязочкой. Использую здесь стелька у меня из джута. Ну, тут в данном моменте может быть стелька и из шнура. Ну, а вязку я делаю из 3-миллиметрового шнура ХБ. Что здесь хочу отметить? Хорошо смотрится обвязка тогда, когда она, ее часть вот на загиб, имеет изнаночный вид. Если, в принципе, можно, конечно, использовать и лицевой вид, но я попробовала. Дело в том, что вот эти вот все изнаночные перемычки, они дают более жесткость. И вид немножко другой, он несколько грубоват и сложно вязать. Поэтому тут рекомендую все-таки вот этот изнаночный загиб. Что хорошо здесь? То, что здесь не нужно никаких прибавок, убавок. Нить идет свободно. Здесь не нужно какие-то перемежания с переносом нити на изнаночную, на лицевую сторону. Тогда, когда мы вяжем обвязку 3D, то есть 3 ряда на обвязке для объемной, здесь все очень просто. Но еще один такой вот нюанс, что уходит на эту обвязку достаточно как бы большой объем нити. То есть вот на обвязку на стельке 36 размера у меня ушло ХБ нити где-то около 75 метров. Вот такой вот примерно объем. Теперь давайте приступим. В данном мастер-классе я использую ХБ-шнур 3-миллиметровый. Крючок номер 4. И начнем с вами обвязку вот такой формы. И я начинаю снаружи стельки, то есть не снутри. Я буду вязать не отсюда, с внутренней стороны, а буду вязать с внешней стороны. Потому что мне нужно, чтобы изнаночная сторона, гладь, у меня была внутрь стельки. Начинаю вязать, в принципе, откуда угодно. Здесь можно вязать, потому что я буду вязать по кругу, по спирали, не обозначая ряды. Вытягиваю петельку, провязываю еще одну воздушную петлю и начинаю делать набор за крайнюю дужку. Крайняя дужка, которая дальняя от меня, которая ближе к внутренней поверхности стельки. Начинаю провязывать столбики без накида. Так вяжу по всей окружности стельки за крайнюю дужку.
не делая никаких ни прибавок, ни убавок. Продолжаю вязание. И встречусь с вами здесь вот в начале ряда. Я подошла к началу ряда. Здесь, кому сложно ориентироваться по рисунку вязания, предлагаю присоединить маркер на первую петлю первого ряда. Вот здесь у меня была первая воздушная петля, она будет петлей подъема. А вот эта петелька, она уже будет уходить на боковую косичку, за которую я буду присоединять следующий ряд. И вот сюда я присоединила маркер. Делаю еще один столбик без накида в свободную косичку стельки. И дальше ввожу крючок за как раз вот эту вот косичку, где у меня обозначен маркер. За обе перемычки ввожу крючок, захватываю нить и провязываю столбик без накида. Соединение ряда я сделала. Дальше продолжаю. Немножко мне мешает тут этот маркер. Также в следующую косичку ввожу крючок за обе перемычки. Вытягиваю ниточку и протягиваю столбик без накида. И дальше продолжаю еще один ряд в каждую перемычку, в каждую косичку, вернее, за обе перемычки столбики без накида. В общей сложности я провяжу 4 ряда. Всего будет у меня 4 ряда столбиками без накида. И мы с вами встретимся после того, как провяжем все 4 ряда вот здесь вот в начале. Я вяжу 4-й ряд. У меня кончилась нитка. Что я буду делать? Нить трикотажная, она плетеная. У меня есть начало другой нити. И я буду ее соединять крючком. То есть вот здесь у меня есть окончание нити. Я вытягиваю ниточку, так как у меня шнур плетеный. То есть он имеет плетеную структуру. Я его расплетаю, оставляю ниточку. Беру нить нового клубка, ищу нить обрезную. Вот она у меня. И также расплетаю немножко кончик ниточки. Ищу петельку, откуда нить у меня последняя была распущена. Ввожу в эту петельку крючок. Захватываю нить, которая ее распустила, и протягиваю через эту петлю. И блокирую нитку, которая была у меня свободна на распуске. Дальше захватываю свободные ниточки из плетения, пропускаю через нее вот эту вот нитку
которая у меня была на распуске. Захватываю оставшуюся петельку. Также через нее пропускаю нить и вытягиваю ее. Тем самым блокирую распуск. Беру хвостик моей нитки, которая закончилась в процессе вязания, и таким же образом подхватываю нить, протягиваю та, которая была у меня свободна на распуске. Теперь подхватываю петли, которые у меня есть на ниточке, которая закончилась, и беру нить с новой нитки, с нового моточка, который я хочу присоединить к моей работе. Следующая петелька от нити, момент работы, я ее подхватываю, пропускаю вот эту вот ниточку, которая у меня с новой нитки, подтягиваю эту нитку, подхватываю петельку на шнуре, который хочу присоединить. И тут уже не буду заморачиваться, просто завяжу узелок. И пропущу вот эти хвостики сквозь шнур, сквозь рабочий шнур. То есть введу крючок в тело шнура, вот это трикотажное, захвачу одну из ниток, тут уже не важно какую, и введу ее в тело шнура. Проведу, и вот этот хвостик обрежу. Со вторым шнуром поступлю также, пропущу его. У меня будет вот такое соединение. И дальше продолжаю вязание. Дошла до моего соединения первого ряда по спирали, как я шла. Теперь я что делаю? Я ввожу крючок за обе перемычки и делаю соединительный столбик. Убираю маркер. Вот такая вот у меня деталь получилась. Такой вот высокий борт. Теперь я его буду загибать. Вот такая форма получается. У меня есть петля. Я смотрю по
столбиком. Вот у меня я сделала соединительный столбик. Вот у меня дужки, между которыми я сделала. Дальше продолжение ряда. Вот они. Дальше вот они. Дальше вот они. То есть вот между этими двумя столбиками я выбираю дужку вот этого столбика, захватываю петлю, которая у меня осталась с ряда, протягиваю ее через дужку, эту ниточку, и дальше захватываю нить и протягиваю через петлю образовавшуюся. У меня получается воздушная петелька соединения. Дальше смотрю, вот у меня дужка, на стельке, крайняя, которую я не задействовала. Вот в эту дужку вместе с петелькой, которая у меня здесь была по окончании ряда, петля на крючке, ввожу крючок за дужку от стельки и ввожу крючок. Вот у меня здесь есть косичка моих рядов, за крайнюю, то есть ближнюю ко мне перемычку. Захватываю нить, протягиваю ее через все перемычки и петлю на крючке. Немножечко подтяну. Дальше ввожу крючок опять за перемычку на стельке, которую я не задействовала. И дальше за крайнюю перемычку последнего ряда своей обвязки также протягиваю петлю через все перемычки. Немножко подтяну. Почему подтягиваю? Потому что мне нужно, чтобы все петельки по обвязке, потому что она будет очень хорошо видна вот здесь вот по краю подошвы, чтобы они были все ровненькие, красивые, симпатичные. И продолжаю вот таким же образом. Опять же, чуть подтяну, ввожу за перемычку стельки, за перемычку последнего ряда моей обвязки, захватываю нить и протягиваю через все перемычки и петли. И дальше продолжаю вот так вот весь ряд. Сложно, но это оправдывает тот вид, который будет на изделии. Вот таким образом. Продолжаю присоединение вот этого канта к подошве. Встретимся с вами
на присоединении и устранении наших хвостиков, чтобы не было их видно на изделии. Вот так. Вот такой будет вид. Вот такое будет присоединение. Вяжем. Довязала до конца. Теперь можно обрезать ниточку. И будем делать фальш-петлю. Вот у меня здесь вот неровная такая петелька. Я ввожу крючок поверх нее. Так. Не очень удобно на камеру. И здесь все плотно. Так. Захватываю нить, протягиваю ее. Возвращаю вот сюда, откуда ниточка была у меня вытянута. Прям беру за крайнюю дужку, захватываю и протягиваю. Подтяну здесь все. И теперь вот эту нить, в принципе, я могу вот в тело вот этой своей обвязки просто ввести. Вот тут у меня получается вот такая вот петля. И вот эту нить ввести в тело вот этой обвязки. Она полая, свободная внутри. Поэтому я ввожу эту нить. И дальше могу ее протянуть по всей вот этой своей обвязке. И оставить ее, нигде не закрепляя. Плотная вязка у меня здесь. Я вообще вяжу очень плотно. Вяжу 4-м крючком. И дальше ее введу. Сюда же хвостик тут у меня остался. Также ее заведу. Все. Эту нить внутреннюю таким же образом ввожу в полость вот этой своей обвязки и совершенно о ней больше не задумываюсь. Вот такая получилась обвязка у меня. Такого вида. Довольно-таки неплохой вид, что с лицевой части здесь, что с изнаночной. Очень хорошо закрывает вот здесь вот места соединения. Довольно-таки неплохо. Такой результат. Очень рада, что вы досмотрели это видео до конца. Подписывайтесь на канал, ждите новых видео. Всегда буду рада познакомить вас с новыми идеями. Пока-пока.